Вот мы и прибыли в Москву. На улице, конечно, погода не очень. Идет дождь. Надеюсь, 1-2 числа на РДС такого дождя не будет. Но если будет, у нас выбора нету, билеты куплены, и мы по-любому будем на трибунах. А сейчас отправляемся в гостиницу. Так, мы добрались до гостиницы. Не обращайте внимания на мое лицо, оно замученное. 9 часов полета, еще час потом дороги. Вообще капец, короче. Сегодня 28 число, 3 дня мы погуляем по Москве. И 1-2 поедем на этап РДС. Надеюсь, погода нормализуется и не будет дождя. Но если будет дождь, мы на всякий случай с собой возьмем зонты и пледы. Скорее всего, мы уже будем включаться именно с трибун РДС. И это включение не с Moscow Raceway, это прямое включение с трассы. Сейчас едем на Moscow Raceway. У нас еще в пути километров 30, наверное. Взяли каршеринг и мчимся туда. В принципе, по времени успеваем. Время только 8:15, начало в 9. Я думаю, минут 20-30 еще нам езды. Погода вроде как радует, в Москве дождь шел, здесь вроде нормально. Сейчас приедем и сразу залечу в техпарк, подсниму вам тачки, потом сниму немножко квалы и будут уже парные топ-32. Чтобы вы понимали, это очередь на трибуны. И еще вот сзади уже накопилось людей. И это только 8:40. Короче, отсмотрели квалу и топ-32. Заезда не снимал. В принципе, с трибун ничего видно не будет с этой камеры. И у меня просто села камера. Ну что, день второй. Едем на Moscow Raceway. Вчера у меня благополучно села камера, и я не успел ничего подснять, а второй батарейки с собой не было. Сейчас выезжаю рано. Время 6:44. Чтобы за час добраться и подснять немного техпарк, чтобы было интересно посмотреть. Приехали уже на Moscow Raceway, время 8 часов, а заход только в 9 возможен. Поэтому будем сейчас час в тачке тупить. Так, мы прорвались в техпарк. Сразу же подсниму вам пятнашечку. Такой вот у нее тут баг. Full safe стоит, радиум, компоненты на расширении. Сзади, кстати, один контур тормозов. Салон Деколаб, обмотанный изолентой зачем-то. Руль UMP. КПП Самсонос. 2 ковша. Но она, по-моему, не ездила сегодня. Это машина Бибаева. Такая вот слива. Можете посмотреть ходовочку. Все там собрано на N1. Гайки, кстати, здесь все юзают TPI. Тормоза Celsior 30, кстати, написано Brembo. Здесь палатка Дайгасета, Джеймс Дина и Чарльз Энга, но их нету. Здесь машина Добровольского, Rocket Boss, Kawabata-сан и его 180 SX. Почему-то не прошел техком. Видимо, скорее всего, не хватало веса, потому что видел, что у них были блины. Здесь его запасная тачка, а точнее запасная тачка Forward Auto. На ней Kawabata-сан проиграл в топ-32 Тивадару вчера. И сегодня он вот полирует свою 180-ю. Ну а что ему сейчас остается делать, если он проиграл? Здесь наша дальневосточная команда. Грихин, Чайзер, Сильвия, Седых, Экей, Семенюка. Пацаны что-то там воюют с Грихиной тачкой. Здесь стоит Darkside Supra. Если я не ошибаюсь, это та самая Supra, на которой Калашников разбился в Сочи. Ну как разбился, поймал водяной клин. Но выглядит, конечно, она очень жирно. Просто топ. Рядом тут стоит пятнашечка. Опять же гайки TPI, тормоза Nissan. Подсниму вам ходовочку. Здесь стоит машина Писегова, это 32-й Sky. И рядом стоит 4-ка Шкуратова. Это та самая белая слива, которая участвовала в Сочи Drift Challenge. Заходить в палатку нельзя, поэтому я так издалека подсниму, чтобы можно было посмотреть. Это 13-ка Щербакова. Насыпал он тоже нормально, неплохо. Видимо, что-то с ней стало. Тут GZ. И обратите внимание, катушки стоят как у меня, но у них есть какое-то крепление. Я не знаю, зачем это сделано, но, видимо, нужно. Какие-то форсы стоят интересные, типа а-ля Bosch. В этом сезоне, кстати, у меня такие же будут стоять. Ну и турбинка небольшая. Сейчас идет построение парада участников. Всех представят, а потом пойдем с ними пофотаемся. На улице сегодня погода не очень радует, но в принципе терпимо. Вот столько людей.
идет фотографироваться с пилотами во второй день. Еще сзади, вон, смотри, сколько. И все сейчас будут стоять в очереди к Джеймс Дину. Так, сразу все к царю пошли. Сразу очередь набилась к нашим силовикам, пока очереди нету. Дальше проходим. Форвард авто стоит. Тут особо тоже очереди большой нету. Я вам отвечаю, вся очередь будет вон там, у Джеймс Дина. На, возьмешь телефон. Не стал подходить к сайту и Джеймсу фототься, потому что народу очень много, пацаны сидят замученные, ну и что это за фотка будет, Джеймс Дин сидит в маске, а сайта просто на расслабоне, и еще плюс какие-то девчонки там по краям стоят, и это обязательно, с ними нужно фототься. Гоча, вот Гоча без маски фотается, и вот очередь Гочи, чтобы вы понимали, имеется, здесь царь стоит, очередь к царю, кстати у царя очередь побольше, чем у Гочи. Дамир Зиатуллин. Рейтинг квалификации одного проезда даже хватило, чтобы на третьей строчке закрепиться. Джеймс был шестым. Но он уезжал в первой группе, когда еще было попрохладнее. Дамир исполняет свой даже чуть меньше уровня Джеймса. Микроскопический корректор. Дин ехал очень близко, сейчас будет ехать Дамир, посмотрим, как будет. Фуридаши, и они поехали в первый тач-н-гоу. Дамир вообще красава, хорошо проехал. Не знаю, кто выиграл, но Дамир очень хорошо держался. Тем не менее, долго не совещаются. Судьи отправляют в полуфинал Джеймса Дина. Еще Дамир проиграл, я думаю, с небольшим перевесом. Вот так закончился этап, первый РДС-GP. Царь занял первое место, Лось второе по техническим причинам. Третье место Гоча и четвертое Джеймс Дин. Тут на парковке такие вот автомобили стоят. Но самый главный автомобиль я вот вам покажу один разок. 90-й Марк на 30-х Цельсиорах, на ливреях GDM территории. Сзади тоже 30-й Цельси. Как бы неплохой, но не японский. Кстати, на Вемсе. Мониторчик Вем стоит, как у меня. Здесь стоит R34. GTR написано. Не знаю, GTR или нет. На коробке. Так вот он выглядит сзади. На самом деле тачек здесь не очень много на парковке хороших, но есть. Вот 32-й. Возможно, GTR. Тоже на коробке. Ну, неплохой, неплохой. Пацаны что-то 90 ломают. На Борге. Тут же рядом стоит Ариста. Тоже хорошая. Ну, правда, на китайских колесах. Ну, такая нормальная. По сравнению с тем, что стоит вот сзади, скажем так, вид имеет. Тут рядом какой-то корч умертвленный с каркасом болтовым, какими-то там ковшами, ручниками. Все по кучелину собрано, я так понимаю, на последние бабки. Главное, чтобы ехал. Тут же рядом пятнашечка стоит на ГТРах 33-х. Были у меня такие диски, очень часто лопаются у них лучи, тоже на коробке.
Еще рядом стоит Альтеза. Интересное решение у меня, конечно, в кулере. Такие вот жабра-сетки. Не знаю, как их назвать. Китайские колесики. Сток-обвесик. Коробка, датчики. Кстати, рестайл табло, скорее всего, на NTS. Потому что рестайл табло нету смысла ставить на GZ, оно не будет работать. Lexus розового цвета выглядит вообще максимально круто. И, скорее всего, он даже не в пленке. А вот, кстати, и хозяин. Китайские колеса я, конечно, не уважаю с гайками, вот такими козлинными. Но цвет реально зачетный. Выглядит прикольно. А следующая серия, скорее всего, уже будет про Альтезу, потому что я уже вернулся во Владивосток. Вкладыши уже пришли. Колено есть, маслонасос есть, нужно просто доставать мотор и собирать его. На дорогу в дрифт мне не ответили и вряд ли ответят, поэтому собираем тачки и валим в летний сезон. И регион почти наш, дальневосточный. В салоне Нарти, автомат. Скорее всего, на что-то свапнут, потому что автомат какой-то странный, с новой школы. Сейчас походим, здесь вот стоят крауны, но в принципе на них не особо интересно смотреть. У нас таких много, деды на них ездят. А вот такие вот машины, конечно, уже редкость, но они тоже есть. А редкость они из-за того, что вот с ними беда происходит. Их просто поедает ржа, и их не остается целых. Ну и в основном они у дедов каких-нибудь валяются на заднем дворе. Тут он на ковшах, на момовских, кстати, одинаковые ковши Рулевич, колеса Япония. И вот так вот он выглядит. Короче, здесь есть 71-я стволина. Очень хорошо выглядит, свежекрашенная, видно. Весь хром восстановлен. На каких-то колесиках я не шарил за такие, но скорее всего это Япония. Вот, в салоне не знаю, видно не видно. Салон сток, руль деревянный, коробка стоит, ручка тоже японская. Короче, владелец явно шарит за стиль. Кстати, вот его инста. Сзади на шагане спойлер внизу стоит. Ну, видно, за машиной следят. А рядом стоит Sky. Вот, кстати, инста. Салон также в оригинале, даже руль стоит. Тоже свежекрашенный. Весь на хроме, все восстановлено. Очень красиво выглядит на фоне остальных машин. Здесь выхлопной системой пацаны не заморачивались, просто стакан стоит. Так, народу все больше и больше, надо бы быстрее подснять. Рядом стоит Креста 81 на интересных дисках. Но тут особо я вас ничем не удивлю, я думаю, все видели. Так, самолет вроде улетел, дальше снимаем. Здесь стоит 31-й Sky, такой же как красный, только, я так понимаю, посвежее немного. Тоже свежекрашенный и выглядит неплохо. Дальше пошли такие экземпляры. Это Карина, видимо, пацаны не доделали. Но обратите внимание, она на левом руле. Вам как вообще Карина на левом руле? Пойдет? Я не знаю, переделка это или нет, но торпеда сток. Я говорю, давай же поставим ремни, пожалуйста. Так, здесь у нас тоже стоит ствол. Карина на правом руле с оригинальным рулем. Салон тоже весь в оригинале. Коробочка очень низкая. На японских каких-то дисках стоит. Конечно, есть проблемы, такие вот болячки, но эти моменты как бы особо не влияют, потому что такие машины уже просто музейные экспонаты, можно сказать, их практически нету. А если и есть, то они стоят на заднем дворе, гниют, а тут пацаны как бы их устанавливают, хотя бы моют, болеют такими тачками, и это хорошо. Вот рядом стоит Subaru, тоже старенькая очень, но здесь, скажем так, нужно поработать еще с машиной, с колесами. Спереди, что мы здесь наблюдаем, есть фары, я так понимаю, не найти, поэтому ставят такие вот. А это Subaru, потому что поэтому здесь лежат запчасти и капает масло. Вот здесь еще один экземпляр стоит, тоже есть моменты по кузовне, но диски японские сюрикены, старая школа. В салоне стоит ковш, оригинал, Bright Z3. Остальное салон все в стоке, руль Нарти, Цурикава висит, все как надо, и две трубы. Но потихой подгнили, но ничего страшного. В принципе, тачка нормально смотрится. Тут вот японская атрибутика.
Джедайский меч, сигналка, журналы и фотик старый. Тут вот продаются и коши, цурикавы, чтобы вы понимали, что можете посмотреть. Так, заценим по быстренькому целику. На фендерах, на полках, на люке, пацаны, на люке. Нарди, палка у него там, все как надо. Выглядит максимально круто. Просто на фоне остальных машин очень красивая. Хоть и не в идеале, но из-за того, что она очень редкая, выглядит очень красиво. Здесь слева стоит Сильвия с мордой от Одиссея. Снимать я ее, конечно же, не буду. Я вам лучше Супру подсниму, каких очень мало осталось. Она просто в идеале вся. Здесь, скорее всего, сейчас будет ветер, но зацените просто. Тормоза, колесенькие, вся вылизана в идеале. Все зазорчики, все-все-все есть. Два оригинальных рикаровских ковша. Сток руль. Стоит козырек оригинальный тойотовский. Короче, Супра здесь просто самый топ. Из всех тачек я бы дал победу Супре, но она сегодня здесь не участвует. Но это просто лайк, реально. Вот это топовая тачка. Если знаете хозяина, можете передать ему респект за такую машину. Короче, не знаю, что я там подснял. Вроде что-то подснял, там просто местами ветер, самолеты постоянно взлетают, потому что это возле аэропорта. И что-то вроде подснял. Ну, машины так себе. Конечно, есть хорошие экземпляры, а есть такие не очень. Пацаны как бы следят, но я так понимаю, что это не вся тусовка. Все, отключаюсь, увидимся через секунду. Всем привет, это новая серия, я вернулся в Владивосток. И первым делом, что я буду делать, это сегодня рисовать разметку на Зминке. Как и обещал, пацанам сделаю клипы, чтобы они ехали по заданию, хоть какому-то, а то они все вылетают вправо и говорят: сделай ямы. Клип вот яма, все ставятся в яму, а надо ставиться в клип и ехать дальше. Ну, в общем, с нарисованным клипом, я думаю, будет проще и будет меньше вопросов по покрытию. Хотя не, меньше их не будет, потому что здесь, конечно, капец. Надо все это отсыпать. Вы, наверное, спросите, почему это делаю я, а не картодром Зминка или кто-то другой. Логичный вопрос, но так как сейчас никого нету, кто ответственный за дрифт, приходится делать все самим, своими силами. На деньги, которые идут в плюс от тренировок, мы покупаем краску, конуса, огнетушители вот купили и проводим какие-то вот такие работы технические. Сейчас начну делать и покажу результат. Красить буду специальной краской для разметки дорог. Такой краской мы красили на D1 фуникулер в свое время клип. Держится очень хорошо. Ну что, не прошло и 2 часов, как я все нарисовал. В общем, это вот трибунный клип, так называемый, зрительский, потому что здесь сидят зрители. На постановке там тоже клип нарисовал. В дуге тоже клип есть, а вот на выходе клипа нет, только метка. Там потому что непонятно, как его делать, и будем ли мы его делать. Короче, непонятно, надо будет посоветоваться. Все 30 килограмм израсходованы. Такие места, как внутрянка, я не проходился. Основное это внешка, чтобы было видно, куда ехать. Но еще одну банку привезу и дорисую все до конца. В воскресенье проведем тренировку, и будет видно, что добавлять, а что убавлять. С моим отъездом накопилось очень много работы по 110-му марку, по Чайзеру, много клиентских тачек, поэтому буду делать что-то, рассказывать новое. Своей тачкой пока еще не занимался, Альтезой, на нее все пришло, надо доставать мотор. Это тоже будет в скором времени.